We are talking about the Divine Mother. Но, тем не менее, мы здесь говорим о Божественной Матери. The Divine Mother is also the mother of your mother. И Божественная Мать также является матерью для вашей матери. And your grandmother. И вашей бабушки. And your mother and father and your grandparents and your children. И для вашей матери, и отца, и для ваших дедушек и бабушек, и для ваших детей. Now what is this Divine Mother? И что это такое Божественная Мать? She is the one that has given us life. Она это та, которая дала нам жизнь. So we are really more than just an egg and a sperm of our earth mother and father that came together to bring us into this form. Мы намного больше, чем просто соединение сперматозоида и яйцеклетки, которые нам достались от отца и матери, когда они соединились. So the miracle of how we got here came from the Divine Mother. То чудо, в связи с которым мы воплотились, оно возникло благодаря Божественной Матери. And if you relate to the Divine Mother, all of your pain and sorrow and anger will be lifted. Если вы сможете установить связь с Божественной Матерью, то вся ваша печаль, тоска, гнев и злость, все это уйдет. So how do we do that? И как мы это делаем? The link between the Divine Mother and between this body and this mind and this spirit is the breath. И связь между Божественной Матерью и вот этим физическим телом, этим умом и этим духом – это наше дыхание. Without breath, we're not in this body, right? Без нашего дыхания мы не сможем находиться в этом теле, верно? And with breath, we're in this body. А с дыханием мы можем жить в нашем теле. We begin with our first breath at birth. Мы рождаемся нашим первым вздохом в момент рождения. And we leave this body at our last breath. И мы покидаем наше физическое тело с нашим последним выдохом. But what do we do in between the first breath and the last breath? А что мы с вами делаем между первым вдохом и последним выдохом? That's the question for today. И это вопрос для нас на сегодняшний день, для нашего сегодняшнего занятия. I think the question at hand tonight is, how would you like to take your last breath? И наш основной вопрос на сегодня – это каким бы вы хотели, чтобы был ваш последний выдох перед уходом? Some of us are so afraid of that last breath, we won't even think about it. Некоторые из нас настолько боятся этого момента последнего выдоха, что они даже в ужасе подумать себе, что такое возможно. As you live, so shall you leave your body. Поскольку все уходят в конечном счете, и вам тоже однажды придется покинуть физическое тело. Так как вы живете, так же вы и покинете свое тело. As a spiritual person, one loses all fear of death. Духовные люди утрачивают страхи смерти. Because they no longer see the last breath as death, but just transition. Поскольку они перестают считать, что последний выдох будет смертью, они считают, что это такой переходный момент. We have a very beautiful friend. He is a Tibetan Buddhist monk. У нас есть очень хороший друг, он тибетский буддийский монах. In India. И он живет в Индии. He is the one that has the orphanage on the Tibetan border
that we travel to and raise money for. И мы часто его навещаем. У него на попечении есть дом, детский дом, где живут дети, не имеющие родителей. Мы часто его навещаем и направляем пожертвования туда. He tells us of many stories of how Rinpoches are very enlightened beings, take their last breath and they just sit and their body does not move. И он нам часто рассказывает о том, как покидает свое физическое тело Ринпоче. Это очень высокодуховные люди. Они сидят с прямой спиной в медитативной позе и не шевелясь, этот момент происходит с ними. For 30 days, a Rinpoche left his body in the south of India and he just sat in full lotus. There was no decay. His body smelled sweet. And even medical people came to research why was this happening. И был момент, когда Ринпоче покинул свое тело на 30 дней. Оно даже при этом не стало разлагаться, обладало очень приятным запахом. И даже медики решили исследовать, взять пробы этого физического тела и исследовать его. He lived a life very sweet and he served humanity. Он прожил очень такую благодетельную жизнь и служил человечеству. Because he was a great meditator and connected to the Divine Mother, he knew when he was going to take his last breath. And when he did, he just sat under a tree and just left his body, remaining totally perfect for 30 days. И у него была очень мощная связь с Божественной Матерью. Он прекрасно знал, когда настанет его момент перехода, поэтому он просто принял вот такую медитативную позу. On the 31st day, his body began to decompose. А на 31-й день его тело начало разлагаться. And many of you will read stories of saints and sages who have left in a most fearless way. Многие из вас наверняка слышали истории или читали о том, как духовные люди, святые, покидали свое физическое тело совершенно без страха. But it is the quality of your life that you're living right now today. Но это зависит от качества вашей жизни, в которой вы живете сейчас. It's your commitment to serve. Это ваше обязательство служить другим. It's your commitment to no longer be a victim or blame anybody else for your lives. Это ваше обязательство перестать быть жертвой или перестать обвинять других в своей жизни. To be responsible for what you say. Это ваше обязательство нести ответственность за то, что вы говорите. And thereby what you do. И также, что вы делаете. In fact, the law, you reap what you sow, is stronger to get today than it's ever been. И на самом деле вот этот закон, что посеешь, что и пожнешь, он наиболее мощно проявляется именно вот в наши дни. When His Holiness the Dalai Lama was asked, "What is your religion?" Когда его святейшеству Далай-лама задали вопрос, какова ваша религия? He replied, "My religion is kindness." Он ответил, моя религия – это доброта. Let us meditate on that as we go through class today. Давайте с вами помедитируем над этим,
по мере того, как мы будем продвигаться по нашему занятию сегодня. So that thunder power of love can rise up inside of you and we can all leave tonight Чтобы мощная сила любви взросла внутри вас, и мы все смогли сегодня завершить этот класс with that experience that will carry us together as this new family of human beings for the Aquarian age. с тем опытом, чтобы мы покинули сегодняшнее занятие как единая семья эпохи Водолея. Also to understand the ultimate in Kundalini Yoga is to be your own teacher. Также для того, чтобы глубоко понять и осознать принципы кундалини йоги, необходимо стать учителем для самого себя. The age of the teacher on the outside of you or the guru on the outside of you is over. Эпоха учителя, который находится вне вас, то есть учителем является другой человек, или гуру является другой человек, эта эпоха закончена. We are helpers in order that you can become your own teacher. И наша задача помогать вам в том, чтобы вы стали учителями для самих себя. Do not follow anybody blindly. Никогда не следуйте слепо за кем бы то ни было. Let your sadhana be your teacher. Пусть вашим учителем будет ваша садхана. And then you will come to know your own destiny and your own purpose of why you're here on this earth. Тогда вы ощутите свою судьбу и цель этого воплощения, и сможете получить ответ на вопрос, зачем вы здесь на земле. Be a friend to all and be a helper to all. Будьте другом для всех и будьте помощником для всех. See the God in all. И научитесь видеть божественное во всем. Okay? Хорошо? And then